Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935 года в городе Тьюпело, штат Миссисипи. Его семью вполне можно было назвать бедной, так как постоянного заработка у отца не было, и они вынуждены были часто переезжать с места на место. С детства Элвис воспитывался в окружении музыки и религии. Непременным атрибутом семьи считалось посещение церкви и участие в церковном хоре. Первую гитару Элвису подарили родители на 11-летие, взамен велосипеда, на который у семьи попросту не хватило денег. В ноябре 1948 года Элвис со своими родителями переехал в город Мемфис, штат Теннесси, и именно там у него родилась любовь к таким музыкальным стилям, как кантри, блюз, буги-вуги, ритм-н-блюз и госпел. Когда Элвис учился в 8 классе, учительница сказала, что у него нет способностей к пению, но на следующий день он принес свою гитару и спел песню в стиле кантри, пытаясь доказать обратное. В августе 1953 года Элвис зашел в местную звукозаписывающую студию Sun Records, чтобы записать пару песен в подарок своей матери. Владелец студии Сэм Филлипс попросил своего секретаря взять Элвиса на заметку, но в последующие месяцы никаких предложений от студии ему так и не поступило. В январе 1954 года Пресли снова зашел в студию, чтобы записать еще пару песен, на этот раз для собственного пользования. Чуть позже он пытался пройти прослушивание для местного госпельного квартета, но там ему сказали, что он не умеет петь. Когда Элвис для пробы решил выступить в одном из клубов Мемфиса, то был освистан, и руководитель ансамбля посоветовал ему сосредоточиться на своей работе водителя грузовика. 26 июня 1954 года Пресли позвонили со студии Sun Records и пригласили на пробную запись в качестве вокалиста, где совершенно случайно во время перерыва им удалось записать песню, которую впечатленный владелец студии тут же отнес на местную радиостанцию. Вскоре на радиостанцию стали поступать звонки от слушателей, желавших узнать больше о певце. Через несколько дней они записали еще одну песню, и 19 июля 1954 года была выпущена пластинка, которая тут же распродалась в количестве 20 тысяч экземпляров и заняла 4-ю позицию в местном хит-параде. 17 июля 1954 года Пресли в составе группы Blue Moon Boys впервые выступил на публике в местном клубе Bon Air. После этого концерта Элвис со своей группой стал частым гостем музыкальных радиопередач. 28 января 1956 года Элвис впервые выступил по национальному телевидению и в течение 2 следующих месяцев был приглашен туда еще 5 раз. Именно в это время к Пресли пришла популярность национального масштаба. К концу 50-х годов в Великобритании, Канаде, Австралии, Южной Африке и Италии его синглы стали занимать верхние строчки хит-парадов. 24 марта 1958 года Пресли был зачислен в ряды американской армии и отправился на службу в Германию. Служба в армии не помешала ему выпускать новые синглы, которые он записывал, не покидая военной части. По окончании службы Элвис вернулся в Америку, где все еще был популярен. Но во второй половине 60-х годов его положение пошатнулось по причине массового увлечения группой Beatles, которые сами когда-то вдохновлялись творчеством Пресли, и съемками в посредственных кинофильмах. Но в 1969 году, после ошеломительного выступления на телеконцерте на канале NBC, Элвис вновь занял верхние строчки хит-парадов. 15 апреля 1969 года Пресли заключил договор с гостиницей «Интернациональ» в Лас-Вегасе на ряд концертов, за которые он получил беспрецедентную сумму в $500 тысяч. Кульминацией его возвращения на вершину славы стал телеконцерт «Aloha from Hawaii». Это был первый концерт, который транслировался по глобальной спутниковой связи. Выступление 14 января 1973 года в Гонолулу, штат Гавайи, было показано в 38 странах, и его посмотрело примерно 1,5 миллиарда человек. И примерно в это же время у Элвиса начались проблемы как в семейной жизни, так и со здоровьем. Он стал набирать вес и все больше зависеть от выписываемых ему сильнодействующих лекарств. 6 августа 1977 года Элвис Аарон Пресли скончался от сердечного приступа в своем поместье Грейсленд. Элвис Пресли и в наши дни является одним из величайших исполнителей в истории музыки. В мире продано более миллиарда его пластинок. Еще при жизни он был признан королем рок-н-ролла, удостоен 3 музыкальных наград Грэмми и стал одним из первых, кто был включен в зал славы рок-н-ролла. Его знаменитый образ короля по сей день используется в фильмах, мультфильмах и видеоиграх. Это была история Элвиса Пресли.